В один из жарких августовских дней фермеры небольшого американского округа Грейт Бенд, штат Канзас, поняли: их золотое поле принесло слишком много золота. Урожай пшеницы оказался не просто удачным, он стал катастрофически обильным. Такого сбора за всю историю округа еще не было. Местные элеваторы заполнялись с такой скоростью, что рабочие едва успевали разгружать очереди грузовиков, тянувшиеся по шоссе на многие мили. Один из складов, построенный еще в конце 19 столетия, не выдержал напора. Его деревянные стены, когда-то крепкие и надежные, под напором десятков тысяч бушелей зерна начали скрипеть, а затем и вовсе рухнули, похоронив под собой часть урожая и пару тракторов. К счастью, никто не пострадал, но зрелище было пугающим, словно золотая волна прорвала плотину и вылилась на асфальт. Этот случай заставил местные власти в срочном порядке задействовать резервы, арендовать временные хранилища, а часть пшеницы даже пришлось отправить на экспорт досрочно, чтобы освободить место. Сам урожай достиг почти 500 000 бушелей. Цифра более чем вдвое превышающая стандартный объем за последние 20 лет. Эксперты связывали феномен с уникальным сочетанием погодных факторов: умеренная зима, ранняя весна, регулярные дожди и отсутствие вредителей. Все это вместе создало идеальные условия для взрывного роста посевов, но даже ученые не могли предсказать такой масштаб. Парадоксально, но фермеры от такого урожая потеряли часть прибыли. Избыток зерна вызвал резкое падение цен на рынке, и некоторым хозяйствам пришлось продавать по минимальной стоимости. Тем не менее, этот год навсегда вошел в местную историю как золотой крах. Урожай, которые не выдержали даже ангары. Но если вы думаете, что это был предел, то следующий урожай оказался настоящим томатным безумием. Калифорнийская долина Сан-Хоакин, известная как овощной пояс Америки, летом 1997 года пережила нечто похожее на сценарий фильма катастрофы. Только вместо лавы или наводнения долину залило помидорами. Урожай томатов оказался настолько велик, что даже опытные агрономы разводили руками. Все началось с необычно мягкой зимы и долгого солнечного периода, длившегося более 100 дней. Фермеры предвкушали хороший сезон, но к середине лета стало ясно: ситуация выходит из-под контроля. Растения начали плодоносить в бешеном темпе, и на каждый квадратный фут приходилось почти вдвое больше томатов, чем обычно. Комбайны работали круглосуточно. На полях дежурили мобильные бригады, разгружая фуры, которые приезжали каждые 15 минут. Консервные заводы штата перешли на работу без выходных, но и этого оказалось мало. Некоторые фермеры начали складировать урожай прямо в полях под тентами, пытаясь хоть как-то сохранить тонны скоропортящегося добра. Удивительно, но в то лето цены на томаты практически не изменились. Причина — вовремя среагировавшая индустрия. Производители соусов, паст и кетчупа массово скупали излишки. В тот год одна только компания Heinz увеличила закупки почти в 2 раза. Тем не менее, фермеры вспоминают сезон как апокалипсис, утомительный, изматывающий, но одновременно и рекордный по доходу. И все же даже такое изобилие меркнет перед урожаем картофеля, который буквально перекроил карту штата. Айдахо давно славится своими картофельными полями, но в середине 2000-х годов фермеры стали свидетелями того, как привычная культура может обернуться логистическим кошмаром. Тогда в штате собрались миллионы тонн картошки, и это был рекорд, который поставил на колени всю инфраструктуру региона. Фермер по имени Джоэл Маккинли первым забил тревогу. Он сообщил в местную ассоциацию аграриев, что его поля дали почти вдвое больше урожая, чем ожидалось. В ответ ему только пожали плечами. Пока такой же отчет не пришел еще от 50 фермеров. Вскоре стало ясно: речь идет о массовом феномене. Из-за отсутствия достаточного количества грузовиков и вагонов часть урожая приходилось временно закапывать обратно в землю или складировать в наспех сооруженных буртах. Некоторые фермы начали раздавать картошку бесплатно, лишь бы она не сгнила. Производители чипсов, пюре и полуфабрикатов заключали сделки прямо на месте, приезжая на пикапах и увозя мешки картофеля без бюрократии. Барыш оказался феноменальным. Некоторые фермеры смогли за сезон заработать столько, сколько обычно зарабатывали за 5 лет. Этот случай стал предметом изучения в аграрных вузах по всей стране. Однако впереди был урожай, масштаб которого в буквальном смысле покрывал горизонт. Если бы вы оказались в середине кукурузного поля в Небраске, летом 1999 года вам показалось бы, что вы в море. Волны высоких стеблей раскачивались под ветром на многие мили, уходя за горизонт. Это был один из крупнейших урожаев кукурузы за всю историю Соединенных Штатов. Площадь посевов была стандартной, но урожайность превзошла все ожидания. Новый сорт гибрида, оптимальные осадки и минимальные вредители сделали свое дело. В некоторых хозяйствах собирали до 300 бушелей сакра, цифра, которая тогда считалась фантастической.
фантастической. Проблема заключалась в том, что кукуруза не просто выросла. Она выросла слишком быстро. Не все фермеры успели заранее подготовить хранилище. Снова в бой пошли шатры, навесы, временные бункеры. Многие комбайны работали без остановки по 20 часов в сутки, ломаясь на каждом втором дне. Местами даже начали привлекать фермеров из соседних штатов, чтобы те помогли с уборкой. Сельскохозяйственные аналитики предсказывали, что этот урожай обрушит рынок, но спрос на корма и этанол поглотил большую часть излишков. Это спасло сезон, хотя логистика работала на пределе возможностей, но даже этот кукурузный океан не сравнится с тем, что однажды случилось во Флориде, где дороги стали скользкими от апельсинов. Флорида славится своими цитрусовыми, но зима 2010 года принесла не просто урожай, она принесла апельсиновую бурю. Все началось с дождливой осени и удивительно мягкой зимы, которые пробудили деревья к активному цветению раньше обычного. Уже к февралю стало ясно, деревья усыпаны плодами в непривычных количествах. Когда сбор начался, оказалось, что в некоторых рощах плодов почти вдвое больше, чем в предыдущие сезоны. Урожай был настолько плотным, что некоторые деревья начали ломаться под тяжестью. Тракторы буксовали в грязи, и перевозчики не справлялись с потоком. Местами апельсины буквально высыпались на дороге, создавая пробки и даже аварийные ситуации. На помощь фермерам пришли студенты, волонтеры и даже заключенные, которым разрешили работать за символическую плату. Заводы по переработке не успевали, сок начал накапливаться в резервуарах, создавая риск переизбытка на рынке. Тем не менее, природа подбросила сладкий бонус. Апельсины оказались особенно сочными и ароматными, что позволило поднять экспорт и компенсировать часть убытков. Это был год, когда цитрусовые стали темой для новостей, а фермеров — героями заголовков. Но если вы думаете, что все это уже за пределами воображения, подождите, пока не услышите, как один урожай риса накормил миллионы. Южный Китай, провинция Сычуань. Весна 2003 года выдалась необычайно теплой, а лето — влажным и ровным. Казалось бы, обычные погодные условия для региона, где выращивание риса — дело традиционное. Но этот сезон превзошел все ожидания. На фоне экспериментов с новой технологией капельного орошения и использованием устойчивых к болезням сортов, фермеры собрали урожай, способный накормить почти половину страны. На каждый гектар приходилось столько мешков риса, что старые тележки не выдерживали. Приходилось использовать строительные платформы. Десятки деревень объединились, чтобы организовать совместный сбор и логистику. Товар шел не только на внутренний рынок, но и массово экспортировался в страны Юго-Восточной Азии, сбивая цены и вызывая настоящую рисовую панику у конкурентов. Министерство сельского хозяйства Китая назвало это достижение революции на воде. Речь шла не просто об объемах, а об эффективности. Удалось добиться рекордной урожайности без расширения посевных площадей. Эта стратегия вскоре была принята за основу национальной программы продовольственной безопасности. Но, как и всегда, большое количество продукта — это не всегда благословение. Избыточное предложение вызвало затоваривание, и часть риса пришлось перерабатывать в корм для животных. Несмотря на это, сам факт такого урожая стал национальной гордостью. А дальше внимание всего мира переместилось на континент с противоположной стороны земного шара, где пшеница выросла до небес. Австралийский штат Новый Южный Уэльс оказался в эпицентре удивительного погодного феномена в начале 2000-х. После нескольких лет засухи регион наконец получил обильные, но умеренные дожди, и почва, напитавшись влагой, дала небывалую вспышку урожайности. Фермеры, сеявшие пшеницу на авось, неожиданно оказались владельцами золотых приисков. Урожай оказался настолько масштабным, что местные порты не успевали отгружать пшеницу в Азию и Ближний Восток. Суда стояли в очереди у побережья, ожидая погрузки, а элеваторы в городах были переполнены уже к середине сбора. Австралийское правительство даже временно сняло часть экспортных ограничений, чтобы не допустить обрушения внутренних цен. Пшеница пошла в более чем 20 стран. Фермеры, многие из которых до этого были на грани банкротства, смогли рассчитаться с долгами и вложиться в новую технику. Эта пшеничная волна укрепила позиции Австралии на зерновом рынке мира. Удивительно, но даже спустя десятилетия этот сезон называют урожайным чудом континента. Но пока Австралия укрепляла свои позиции в пшенице, Чили записала свой фруктовый рекорд. Центральная часть Чили в 2000-х годах стала ареной уникального урожайного бума. Персики, нектарины, абрикосы — все буквально валилось с деревьев. Это был результат многолетней программы селекции, в которую страна вложила миллионы долларов. И вот, наконец, все сработало. Плодовые деревья дали такой урожай, что привычные ящики для хранения оказались бесполезными. Использовались контейнеры из-под рыбы, строительные баки и даже старые фуры. Температура была идеальной, осадков в меру, а вредителей практически не было. Чили экспортировала фрукты
фрукты в США, Канаду, Японию и Европу. Особенно востребован был нектарин, который из-за высокого содержания сахара быстро получил статус чемпиона рынка. Для обработки урожая были привлечены тысячи сезонных работников. Временные поселения выросли прямо рядом с садами. В результате Чили удвоила свою долю на мировом рынке косточковых фруктов. Но, как это часто бывает, за фруктами пришла очередь бобов. И не просто бобов, а таких масштабов, что они вошли в национальные отчеты Бразилии. В начале 2000-х годов Центральная Бразилия пережила настоящий соевый бум. Огромные агропромышленные комплексы, созданные на месте бывших пастбищ, за один сезон дали урожай, который поставил страну в тройку мировых лидеров по производству сои. Зерно шло на экспорт в Китай, Индонезию, Европу. Спрос подогревали экологические тренды. Соя активно замещала мясо в продуктах, и Бразилия оказалась в нужное время в нужном месте. Сбор составил миллионы тонн, и каждый день из региона выходили сотни вагонов, направляясь к портам Сантос и Паранагуа. Один из фермеров, Маркус Тевес, собрал урожай, который пришлось складировать на футбольном поле. Его история попала в национальные новости и сделала его героем недели. Государство оперативно подключилось к поддержке инфраструктуры, чтобы не допустить остановки экспортной машины. Эта соевая лихорадка принесла Бразилии не только миллиарды, но и политическое влияние в переговорах по продовольственной безопасности. Но следующий урожай был другим, редким, ароматным, и его собирали почти вручную, в самом сердце Италии. В регионе Пьемонт на севере Италии год 2007 стал магическим. Природа подарила идеальные условия для роста белого трюфеля, самого дорогого деликатеса мира. Обычно его находят в единичных экземплярах, но в тот год случилось нечто невероятное. Урожай был почти в 4 раза выше нормы. Местные трюфельные охотники с собаками выходили на поиски ежедневно и возвращались с корзинами, которые раньше заполнялись за неделю. Некоторые клубни весили более 1 фунта, редкость даже по мировым меркам. Цены начали падать, но спрос остался стабильно высоким. Рестораны по всему миру устраивали фестивали трюфеля. Одна из самых дорогих продаж того сезона, клубень весом почти 2 фунта, ушел в Гонконг за сумму, сопоставимую с покупкой квартиры. Урожай был настолько обилен, что многие рестораны, обычно использующие трюфель крошками, впервые начали добавлять его щедро, создавая новые блюда и традиции. Италия заработала десятки миллионов долларов всего за несколько месяцев. И как бы ни был ароматен этот сезон, следующий урожай был таким, что его заметили даже в авиационных отчетах. Западная Канада не часто попадает в мировые заголовки, когда речь идет о рекордных урожаях. Но однажды все изменилось. Сезон 2011 года стал настоящим прорывом для овса. Провинции Манитоба и Саскачеван выдали такой объем зерна, что даже ветераны сельского хозяйства чесали в затылке от удивления. Овес, в отличие от более прибыльных культур, редко становится героем новостей. Но в тот год погодные условия сложились так удачно, что растения буквально рвались вверх. Дожди пришлись в точности на ключевые этапы роста, а солнце завершило процесс идеальным созреванием. Урожайность удвоилась. Некоторые фермеры собрали более 200 бушелей сакра, неслыханный показатель для региона. Фуражные склады заполнились за считанные недели. Производители мюсли и корма для лошадей, особенно в США, начали скупать зерно заранее, даже не дожидаясь конца уборки. Овес стал экспортным хитом сезона, неожиданно принесшим Канаде миллионы дополнительных долларов. Этот случай стал примером того, как незаметная культура может внезапно стать звездой мирового рынка. А пока канадцы наслаждались своим зерновым успехом, в Эквадоре начался настоящий банановый шторм. Эквадор – один из крупнейших экспортеров бананов в мире, но весна 2005 года стала исключением даже по их масштабам. Волна необычных дождей, сопровождаемая стабильными температурами, вызвала настоящий взрыв на плантациях. Бананы росли с безумной скоростью и в таких объемах, что плантации пришлось убирать в 2 раза чаще. На побережье Гуаякиля грузы отправлялись в порты круглосуточно. Компании арендовали дополнительные суда, чтобы успеть вывозить плоды. Рабочие трудились посменно, не покидая полей даже ночью. Фрукты буквально не успевали дозревать. Спрос превышал предложение, несмотря на объемы. Одновременно выросло качество. Бананы были плотными, ровными и идеального желтого цвета. Маркетологи даже прозвали их премиум урожаем десятилетия. Американские и европейские сети супермаркетов ввели за них настоящую ценовую битву. Тем не менее, перенасыщение произошло. Последствия были серьезными. Многие плантаторы были вынуждены отправлять излишки на переработку или скармливать скоту. И все же, этот урожай стал национальной гордостью и предметом изучения в агроэкономике. Следующий урожай был не менее впечатляющим. Только вместо бананов на первый план вышли фасоль и политика.
Аргентина, известная своим мясом, в 2000-е годы неожиданно вышла на передний план в другой категории – бобовых. В частности, фасоли и соевых бобов. В один из сезонов при поддержке государства и за счет субсидий страна получила урожай, сравнимый по значению с ее знаменитым говяжьим экспортом. Фасоль выращивали на ранее неиспользуемых землях. Благодаря внедрению капельного полива и системе спутникового контроля удалось добиться рекордной урожайности. Более 50 миллионов мешков по 100 фунтов каждый. Страна экспортировала бобовые в более чем 40 стран мира. Экономисты назвали этот сезон вегетарианской нефтью. Доход от фасоли превысил доход от нескольких других сельхозотраслей вместе взятых. Этот успех позволил Аргентине укрепить внешнеэкономические позиции и инвестировать в инфраструктуру. Однако у всего был обратный эффект. Падение цен на внутреннем рынке и конфликт с фермерами, не получившими ожидаемую прибыль. И все же урожай вошел в историю как один из самых масштабных в южном полушарии. Пока Аргентина спорила о деньгах, на другом конце мира деревья буквально плакали от переизбытка масла. В Индонезии, чье пальмовое масло кормит целые индустрии от пищевой до косметической, однажды случился сезон, который чуть не парализовал внутренние мощности страны. Урожай пальмы масличной в провинции Риау оказался настолько высоким, что деревья начали скидывать плоды досрочно, просто из-за тяжести. Фермеры были не готовы. Сбор обычно занимает недели, но теперь все происходило за считанные дни. Плоды начали портиться прямо на месте. Заводы по переработке масла работали на износ и даже, несмотря на это, не успевали справляться. Грузовики стояли в километровых очередях. Масло сливалось в резервуары и даже в временные пластиковые озера. На мировом рынке цены на пальмовое масло резко упали, что вызвало недовольство у производителей из Малайзии и Африки. И все же, несмотря на все сложности, экспорт Индонезии достиг исторического рекорда. Это было одновременно триумфом и уроком. Природа может быть щедрой, но к ее подаркам нужно быть готовым. Следующее явление было не менее масштабным, но уже в совсем другом климате, под яблочными облаками. Центральная и Восточная Европа осенью 2008 года погрузились в аромат яблок. Польша, Венгрия, Словакия — все эти страны пережили одновременно идеальные погодные условия, которые вызвали феноменальный урожай. Яблоки были повсюду. Польские фермеры, лидеры европейского яблочного рынка, столкнулись с тем, что холодильники оказались переполнены уже к сентябрю. Яблоки начали складывать в школы, спортивные залы и даже накрытые рынки. Экспорт достиг пиковых значений. Фрукты шли в Азию, на Ближний Восток и в Африку. Но с этим пришли и проблемы. Цены рухнули. Небольшие фермеры теряли прибыль, а ритейлеры наживались на масштабах. На фоне этого в Польше даже начались акции протеста. Фрукты раздавали бесплатно на площадях, чтобы показать масштабы кризиса. Тем не менее, урожай стал рекордным в истории ЕС. Миллионы тонн яблок стали символом изобилия и напоминанием о том, что успех бывает и горько-сладким. А дальше жара, муссоны и гигантские манго, появившиеся буквально из ниоткуда. Лето 2009 года. В Индии началось с тревог, муссоны задерживались, жара стояла изнурительная. Но когда дожди наконец пришли, они обрушились на субконтинент с такой точностью, будто кто-то вылил их прямо над манговыми садами. В результате случилось то, чего не ожидали даже старейшины деревень. Манговый бум столетия. Регион Уттар-Прадеш, особенно округ Малихабад, дал урожай такой силы, что местные жители начали сравнивать его с манговым потопом. Плоды были крупными, насыщенными и необычайно сладкими. Урожайность была столь высокой, что сбор производили в 3 смены, включая ночные. Впервые за многие десятилетия пришлось подключать армию для охраны садов от массового воровства. Манго заполнили прилавки по всей стране, экспорт в страны Персидского залива и Европы достиг исторических максимумов. Казалось, вся страна жила под знаком манго. Фестивали, ярмарки, конкурсы на лучшее варенье — все закрутилось вокруг этого урожая. И все же избыток фруктов привел к резкому падению цен. Манго стало настолько доступным, что в некоторых регионах его даже добавляли в корм животным. Но Индия все равно запомнила тот год как сладкий дождь. И до сих пор это лето считается эталоном. В то время как Индия плавала в манго, Греция купалась в море оливкового масла. Оливковые рощи Пелопоннеса в 2004 году пережили магический сезон. Дожди шли ровно столько, сколько нужно. Жары было вдоволь, но не чрезмерно. А ветер, приходивший с Эгейского моря, сушил листья и защищал плоды от плесени. Все это привело к урожаю, которого страна не видела более 100 лет. Оливки были крупными, мясистыми и невероятно ароматными. Из них выжимали масло первого отжима в таких количествах, что прессовочные линии работали круглосуточно. Местами его не было куда складывать. Приходилось срочно закупать дополнительные бочки
бочки и танкеры. Экспорт масла вырос более чем в 2 раза. Греция потеснила Италию и Испанию на ряде рынков. Поставки шли в США, Канаду, Ближний Восток. Национальное телевидение ежедневно передавало репортажи из оливковых рощ. Все напоминало настоящий праздник. Но вместе с радостью пришли и логистические проблемы. Несколько фермеров, не успев вовремя собрать урожай, теряли сотни литров масла, которое окислялось на жаре. Тем не менее, сезон стал легендой. Символом того, как природа может одарить, если к ней отнестись с терпением и уважением. А в это время на севере Франции лопались винные бочки от изобилия. Бургундия, Франция. Осень 2012 года выдалась сказочной. Виноградники региона, известного своими элегантными сортами, выдали урожай, который не только поставил рекорд по объему, но и по качеству. Грозди были настолько плотными, что виноградари жаловались на усталость рук уже к концу первой недели сбора. Урожай шел без остановок и продолжался почти месяц. Даже старейшие производители, державшие винные хозяйства в 10-м поколении, говорили: такого не было с времен Наполеона. Вино из этого урожая стало одним из самых продаваемых в мире. Количество вина, произведенного в тот сезон, позволило снизить цены и сделать французские вина доступными для новых рынков. Даже винные критики, обычно сдержанные, восхищались структурой и ароматом бутылок 2012-го. Но, как это часто бывает, не все успели отреагировать. В нескольких деревнях подвалы были переполнены, бочки начали протекать, и вино текло по улицам. Этот виноградный потоп стал последней каплей в сезоне, который вошел в легенды. Тем временем на востоке Европы уже собирали урожай, на который положили глаз пчелы. Украина, известная своими черноземами, однажды пережила урожай подсолнечника, который можно было разглядывать даже со спутника. Сезон 2016 года стал эпическим. Подсолнухи покрыли более 5 миллионов акров, а каждый из них дал рекордное количество семян. Сбор шел месяцами. Заводы по производству масла не справлялись, а поля напоминали гигантские желтые ковры. Но особенно радовались пасечники. Изобилие цветущих полей стало идеальной средой для пчел. Производство меда в том году побило все рекорды, и украинский подсолнечный мед начал вытеснять китайский и аргентинский на мировом рынке. Урожай также повлиял на экспорт масла. Украина вышла на первое место в мире по его поставкам. Но за изобилием пришли проблемы. Многие фермеры не смогли вовремя продать семена, и складирование превратилось в логистический кошмар. Тем не менее, для всей страны это стало символом плодородия и силы. А следующий случай показал, что даже избыток может обернуться падением цен. Иногда масштабный урожай — это не триумф, а ловушка. Именно так произошло в нескольких странах сразу, в том числе в США, Индии и Китае. Несколько лет подряд климат был исключительно благоприятным, ни засух, ни заморозков, ни болезней. В итоге все, от кукурузы до фруктов, дали больше, чем нужно. Складов не хватало, переработка не справлялась, порты были перегружены, мир захлестнула волна избытка продовольствия. На первый взгляд — радость, но уже через месяц начались убытки. Цены на фрукты, овощи, зерно и даже мясо резко обвалились. Производители начали терять деньги, кто-то миллионы. Этот феномен назвали урожайным парадоксом. Когда природа дает слишком много, экономика не успевает адаптироваться. Фермеры из богатейших стран оказались перед дилеммой, радоваться ли щедрости или бояться новых убытков. В этой истории мы увидели: масштабный урожай может быть чудом, а может испытанием. Но неизменно одно: за каждым бушелем, за каждой тонной скрывается труд, погода и немного удачи.